Привет, друзья мои! Сегодняшний выпуск посвящен празднику Песах. Песах – самый древний из еврейских праздников. Он связан с одним из важных событий в еврейской истории – с исходом из египетского рабства. Почти 3300 лет назад, в 2448 году, по еврейскому календарю, праздник Песах отмечает цепь событий, вследствие которых евреи стали народом. Израильтяне пришли в Египет как одна семья рода Якова, состоявшая всего из 70 человек, а вышли как народ, насчитывающий почти 600 тысяч человек. Поначалу род Якова очень радушно встретили в Египте, но потом, по истечении времени, евреев начали угнетать, давать им самые тяжелые работы, мужей разлучали с женами, убивали новорожденных мальчиков. И вот Моисей, это один из тех мальчиков, который спасся. Эту историю наверняка все знают. Моше воспитывался во дворце фараона, но чувствовал себя частью своего народа. Название Песах одни трактуют как переход, а другие связывают его с историей праздника. Так что же случилось там в 2448 году в Египте? Фараон не хотел отпускать евреев, и Бог наслал на Египет 10 казней египетских. Превращение нильской воды в кровь, появление несметного количества жаб, неодолимые полчища вшей, диких зверей, падеж скота, язвы, гибель урожая от града и саранчи, сплошной трехдневный мрак и гибель первенцев. Бог умертвил всех первенцев египтян и пропустил Пасах, дома всех евреев. Чувствуете сходство звуков? Песах в Пасах пропустил. А еще Песах трактуется как говорящие уста. Об этом мы будем говорить. Мы говорили, рассказывали об исходе своим детям. И будем говорить об этом своим внукам и правнукам. А еще Песах – это праздник весны, праздник пробуждения природы, обновления мира и освобождения человека. Существует легенда, что перед исходом евреи не успели заквасить тесто и испечь хлеб. Поэтому в праздник Песах принято кушать пресные лепешки, которые называются маца. Праздник длится 7 дней, с 15 по 21 число месяца Нисан по еврейскому календарю. Праздник начинается вечером, когда вся семья садится за праздничный стол, кушает вкусную еду и читает пасхальную агаду. Историю исхода евреев из Египта. Эта трапеза называется седер, что значит порядок. Все четко спланировано, что и когда нужно кушать, сколько бокалов вина нужно выпить. Первое и основное, что касается праздника Песах, это на столе не должно быть ничего квасного. Не только на столе, но и в доме убирают все. В доме не остается ни хлеба, ни макаронных изделий, ни пива. В общем, ничего, что могло быть связано с чем-то квасным. И на протяжении всей недели мы можем кушать только мацу. На стол ставится блюдо с несколькими продуктами, наделенными определенным смыслом. Горькие травы, марор, должны напомнить о горечи рабства. Часто в этом качестве используется хрен, но допустима любая другая горькая трава. Затем следует смесь сладких фруктов. Как правило, это яблоки, груши и орехи. Называется она харосы. Если в нее добавить вина, то получится очень вкусная глина.
Это напоминание об известковом растворе, который евреи использовали при строительстве египетских городов. Яйцо, сваренное вкрутую, означает в первую очередь жизненный цикл. Это также символ жертвы, приносимой в древние времена в храме. Кусочек мяса также выкладывают на блюдо, напоминание о пасхальной жертве, которую в традиции обжаривали на огне. И, конечно же, маца. Ну вот, из Египта мы вышли, по пустыне 40 лет походили, нашли нашу землю обетованную и празднуем праздник Песах. В праздничном меню есть и первые, и вторые блюда, много салатов. Но что же делать с десертом? Что делать? Как печь печенье, пироги, тортики без муки? Но предприимчивые израильтяне нашли выход из этого трудного положения. Во-первых, есть мука из мацы, но есть много рецептов без глютеновой выпечки. И сегодня такой пирог мы с вами и приготовим. Для праздничного пирога на Песах нам понадобится 200 грамм горького шоколада, поломала уже на кубики, стакан сахара, 3/4 стакана растительного масла, полстакана воды, стакан миндальной муки, полстакана картофельной муки, это крахмал картофельный, 4 яйца, экстракт ванили, мы будем использовать разрыхлитель и 1/4 чайной ложки соли. Сейчас вот в эту чашу, где у нас находится шоколад, мы высыпаем сахар. Тот, кто следит за своей фигурой, может использовать сахарозаменитель, масло, воду и отправляем эту смесь в микроволновую печь на 2 минуты. Наша смесь в микрогале постояла 2 минуты, разогрелась, шоколад расплавился, сахар, и нам нужно это все вот как бы вот так перемешать. Яйца по одному, потому что теплая смесь, чтобы они у нас не сварились, а просто как бы вот туда вбились. Посмотрите, какая гладкая консистенция у нас получилась. Очень красивая уже. Экстракт ванили. Чайная ложечка. 1/4 чайной ложки соли. Пакетик разрыхлителя. Мука картофельная и миндальная мука. Все тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков. В конце, чтобы все было очень гладкой и красивой консистенции, мы еще сделаем несколько оборотов миксером. У меня силиконовая форма, я предварительно ее смазала растительным маслом. Переливаем нашу смесь в форму. Духовка стоит на 170 градусов. И выпекаем примерно 40 минут. Все зависит от вашей духовки. Отправляем наш праздничный пирог, кекс в духовку на 40 минут. Ой, как он поднялся. Шикарненький. Шикарненький, шикарненький. Он должен остыть почти до полного остывания. Ребята, наш кекс остыл. Я его переложила на праздничное блюдо, и сейчас мы его будем украшать.
Для того, чтобы украшать, я взяла, растопила черный шоколад, пол плиточки, добавила соевое молоко, чтобы у нас не было молочных продуктов. У нас получается кошерный торт парвы для праздника Песах. Берем наш шоколад и поливаем, заливаем наш кексик. Еще у меня есть кокосовая стружка. Уже красиво, празднично и замечательно, но мы на этом не остановимся. Я порезала клубничку. Наш праздничный пирог готов. Всем веселого, счастливого и кошерного праздника Песах! Кто зашел первый раз, подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем счастливо, всем пока! Песах Самеах! Бай!